3 года. 3. На этом диске лежал материал с Кольского полуострова. И вот, наконец, у меня дошли руки, чтобы сделать большой выпуск. Ну что, погнали? Чего, после поездки менять подвеску? Понятно, никакого криминального запаха нет, но прям пошел Пар, Париж. пар, да. У меня просто вот ощущение, что это минималка. А что, думаешь, не выдержит, Вань? Не, она из говна сделана синтетического. Брюк у меня оторван давно. Я думал реально, что я коптер не верну. Как и любое путешествие, наше началось со сбора в дорогу. Все сумки мы приготовили для погрузки в машину друзей, с которыми отправимся в путь. Стоит сказать пару слов о нашей команде и о том, на чем мы будем бороздить дороги нашей необъятной родины. Нас в машине поедет 4. Я, мой папа Алексей, еще один Алексей и его сын. Вести нас будет вот такой красавец – Соболь. Это полноприводный микроавтобус с установленной внедорожной резиной. Путь наш лежит на север от Москвы. Среди больших населенных пунктов нам на пути встретятся Ярославль, Вологда и Мурманск. В дорогу! Пока не надо не выпадет, нет? Смотрим видео. Скажи привет. Привет. Чтоб не случилось, я снилась в бреду. Волок-дуг-дуг-дуг-дуг, волок-дуг-дуг. Сколько мы проехали-то, интересно? Ой, не знаю, сколько мы проехали. Сегодня к 2 часам ночи будем в Медвежьегорске. Будем там ночевать. Один раз ночевали в лесу у дороги, в палатках, потому что мест в гостинице просто не осталось. Помешай на видео, давай. Да, чтоб солнце слабо. По пути мы заехали посмотреть на Онежское озеро, которое, на минуточку, является вторым по величине в Европе. Здесь даже проводится международная Онежская парусная регата. Ну, этих, скорее всего, здесь стационарно, они привозят машину, приезжают люди специальные там эти. Они их не возят на обслуживание, не понимаю. Нет, конечно, это очень дорого. По пути мы не могли не заехать в достаточно известное место с тяжелой энергетикой. Это причал Кейм-Соловки. Вплоть до 1937 года политические и уголовные преступники отправлялись оттуда на одноименные острова, в первый исправительно-трудовой лагерь Советского Союза на Белом море. Город Кейм нам дал возможность отлично выспаться с новыми силами. Сегодня должны уже добраться до Мурманска. Погнали. 33-й, родной, да? На границе Республики Карелии и Мурманской области на нашем пути было одно интересное место. Это стела Полярный круг. Известно, что у автолюбителей, проезжающих мимо этого символа, есть традиция. Те, кто пересекает Полярный круг впервые, должны сделать это с заглушенным двигателем, толкая машину. Я прочитал про это только на этапе подготовки видео. Наверное, поэтому мы пропустили данный обычай 3 года назад. Не могу не отметить, что по мере продвижения на север виды за окном постепенно менялись. Высоких деревьев становилось все меньше, их сменяли низкие, а ближе к Мурманску и вовсе остался один кустарник. Тундра превратилась в тайгу. Через 6 часов и 500 километров пути мы уже были в Мурманске. Это самый крупный в мире город, расположенный за Северным полярным кругом, а также последний населенный пункт на нашем пути. Остановились мы в отеле «Азимут». Это самое высокое здание за полярным кругом. Думаю, вы уже поняли, что в Мурманске много всего самого за полярным кругом. Например, Мурманский троллейбус самый северный в мире и имеет 4 действующих маршрута. Мурманский океанариум, опять же, самый северный в мире. Мурманский порт, самый крупный порт в мире, расположенный за полярным кругом и самый северный из незамерзающих портов России. Но в этом городе мы провели всего один день. План был такой:
Провести ночь в отеле, утром закончить последние приготовления, встретиться с другими участниками нашей группы, а это плюс 2 машины, и двинуть в путь. Стоит сказать, что дальше не будет ни заправок, ни магазинов. Поэтому мы заправили полные баки, залили топливо в канистры. Сейчас будем канистру привязывать одну. Ты как, на одной приматываешь? Я на одну приматываю, но эти короткие, 2 придется сделать. Может 2 канистры сразу в 4 сделать. Пополнили наши запасы еды и в полдень выдвинулись. Мы покидаем Мурманск. После моста у нас не будет дорог, не будет магазинов, не будет ничего. После прохождения пограничного перехода на трассе Р-21 Кола мы свернули с асфальтированной дороги и решили стравить шины, чтобы меньше качало, потому что дорога нас впереди ждала, ой, какая ухабистая. Просто на ощупь был. Пока все машины стоят в ряд, есть время рассказать про наш кортеж. Всего в нашей группе 5 машин. Наш ГАЗ Соболь, Toyota Land Cruiser 80 серии, серый Nissan Patrol Y61, еще один серый Nissan Patrol той же модели, а также Toyota Land Cruiser 100 серии. Даже с подспущенными шинами дорога ощущалась весьма ухабистой. Поэтому где-то через час мы решили сделать первую остановку. Да, на нашем пути к Рыбачьему первая остановка. О, смотри, как собака сидит. Нифига себе, прямо из окна. Особенно советский перевал. Опа, уже попал, да? Я смотрю футболочку. Отдохнули, поели краба и поехали дальше, уже на полуостров Средний. Тут можно нырять прямо сюда. Думаю, что у них не было Ивана, который им подсказывал, какую резину хотя бы одеть. Хотя бы. На пути к нашей первой полноценной остановке было интересное историческое место. Хребет Мунста-Тунтри отделяет полуостров Средний от материка. Чтобы не тратить много времени, было принято решение ехать только на 2 машинах, взяв людей на подножки. Во время Великой Отечественной войны более 3 лет здесь была линия фронта. При этом по южным склонам хребта располагались немецкие войска, а по северным – советские. На первую ночевку мы остановились на западном берегу полуострова. Пока до нее добрались, успели приговорить подвеску Соболя к будущей замене. Чего, после поездки менять подвеску? Будет подвеска по-любому. Без вариантов. А сколько стоит подвеска? Подвеска? Да. Не знаю, 1050. Блин. 60, я не знаю. Я еще не перетряхивал, она новая. А, ну вот уже не новые. После поездки она закончится. Ребята. Место первой нашей стоянки будет именно здесь. Постоянно дует ветер, прям постоянно. Потому что, посмотрите, здесь нет деревьев совсем. И тут даже под травой как бы не земля, а просто мох и дальше камни. Поэтому колышки от палаток довольно трудно ставить. И пришлось привязывать там с той стороны тоже веревкой, вот желтой, чтобы ее просто ночью с нами не удуло. В общем, интересно. Одни камни и мох. Алексей, после этого машины, вот видишь, все в мяту. Ты видишь мяту это? Нет, ты можешь по дороге вообще ездить. Вообще райское место. Мы, конечно, спим в палатке, но
Тут спят наши друзья, с которыми мы едем в машине. Вот, посмотрите, какой вид. То есть ты спишь такой в Соболе, открыл багажник, тут ветерок, комаров нет, значит. И там просто вид на Норвегию. Уже даже роуминг сети телефонов, слабая сеть, конечно, но он переключается на норвежский роуминг. Прикольно. На час время сбрасывает. Ладно, держи. Не то, чтобы я сегодня съел, да. Я на двоих сидим. точку возьму. Ну-ка, поешь еще. Я поем. Второй день пути, и что они нам сказали? Сегодня какая-то дорога будет интересная, да? Как лично по мне, сегодня самое интересное, это будет Брод. Наш Соболь. Пройдем ли мы? Так, там в штанах. Мы едем по берегу Северного Ледовитого океана. Мы подъезжаем к местной достопримечательности, которую называют Два брата. По двум братьям уже лазят. Легко, без понтов, так. Пес нас качает. Так есть. Вон там снег лежит. Летом в жару снег, ледник. Мы сейчас едем по перешейку между средним полуостровом и рыбачьим. Да, полуостровом средний и полуостровом А рыбачьим. вон ледник наверху еще. У нас вон там море и вон там море. И мы каким-то образом первые. Мы решили заехать посмотреть заброшенный поселок какой-то. Вон он перед нами. Большое озеро, озерко. Вот там белое — это облака. Похоже на ледник, но это облака. Тут есть даже пятиэтажка, прикольно. Сколько лет газете-то? 40. Да. Как мне. Почитаем анекдоты потом. Вот. Оставим следующий. Пошли. Все, по машинам. Так как здесь деревьев практически нету, потому что, ну, тут как бы ничего не растет, нет только трава. Как только мы видим вот сухой такой валежник, мы его сразу на крышу собираем, чтобы в лагере жечь. Еще край, сейчас канистру зажмем, нормально. Еще. Вот, видел, у меня рыбки где-то. Хватит ломать мне машину. Почти на подъезде к нашему второму месту стоянки у одной машины перетерся ремень генератора. Непонятно, никакого криминального запаха нет, но прям пошел Пар. Париж. пар, да. И вот у меня просто вот ощущение, что это минималка. Давление есть. Давление по-любому будет, мы горячие. Система замкнута, значит все нормально. Ты возьмешь его на это самое. Давай ко мне прицепим, поедем. А на короткой, Вань. Да и насрать. Не-не-не-не, давай попробуем. У меня... Два раза хотя бы обернуть. Лучше на динамике тогда. А что, думаешь, не выдержит, Вань? Я тебя только начну тянуть, она порвет. Не, она из говна сделана синтетического. Шаг единственное висеть будет и тянуть вниз. Слева у меня этот самый, ну, слева, да. Крюк у меня оторван давно. Этот не войдет. В
В итоге было принято решение тянуть ее на буксире до места ночлега и уже там решать нашу новую проблему. Заранее скажу, что машину мы починили, заменив износившуюся деталь. На следующее утро Nissan был уже в строю. Вторая стоянка была в еще более красивом и удивительном месте, чем первая. Выглядела она как поле в небесах, потому что облака были прямо на уровне земли. Кстати, солнце тут не заходит за горизонт и светит всю ночь, так что спали мы в палатках как будто днем. Собираем палатку. Ну вот, кто молодец? И я молодец. Сало. Уже не могу рассчитать количество, потому что оно мобильно двигается. Ален, винчика. Да, давай, чтобы все двигалось. И додвигалось до конца экспедиции нашей. Давайте, у всех все. Да, смотрите, какое белое такое облако стоит там между гор. Из-за влажности, из-за гольфстрима. На следующий день главной задачей было добраться до самой северной точки материковой европейской части России. Там дует, по-моему, пипец. Дует тут, конечно, очень сильно. Тут ветер холодный с океана. Ветер там дул очень сильный, но я все-таки решил поднять дрон. На этом моменте было на самом деле очень страшно, потому что ветер дул от берега, и даже в спорт-режиме дрон двигался в сторону земли очень и очень медленно. Каким-то чудом мне хватило батареи, и я смог посадить дрон на землю, а не в Северный Ледовитый океан. Вы просто посмотрите, у коптера от ветра крутятся лопасти, мать его! О, пошел по... Работает. На самом деле, я думал реально, что я коптер не верну. Он в спорт-режиме над океаном там. Я взлетел, он летел 7 км в час, когда должен на спорт-режиме лететь 60. Ветер вообще дикий. Вот он, русский север.
И в самое теплое время, Тут на самом деле очень холодный ветер. А это Северный Ледовитый океан. Вот так это место выглядит зимой. Напоминаю, что мы были на Рыбачьем в самое теплое время в году. Весьма известной достопримечательностью тут является севший на мель корабль. Выглядит весьма неплохо в сочетании с окружающими его пейзажами. Дальше мы проехали до мыса на другом берегу Вайда-Губы, и некоторые машины спустились по крутой дороге к самому берегу. Чё, как тебе северная самая часть? Как тебе? Крутая, согласен. Уже подъезжая к месту третьей стоянки, мы встретили людей на УАЗе, которые стояли на дороге и не могли завести автомобиль. Пошли ребят на УАЗе, у них что-то сломалось. По пути стояли. Пойдем посмотрим, что у них. Оператор должен быть в центре событий, ничего не знаю. УАЗ был взят в аренду, и, насколько я помню, из-за сигнализации или какой-то секретки у них не получалось завести машину с ключа. Связи на Рыбачьем почти нигде нет, и ситуация так-то могла обернуться очень нехорошо. Мы решили разбить лагерь рядом с машиной и пригласили потерпевших присоединиться к нашему костру. К утру всеобщими усилиями мы разобрались, как завести машину, и двинулись дальше. Ближе к полудню погода испортилась и начал накрапывать мелкий дождик. Я так понял, мы объезжаем в эту базу военную заброшенную, да? На берег выйти. О, сейчас попрыгаем. Не, ну Соболь молодец, конечно. За нами еще крузак там ползет. Вон там военная база, вон там. Соболь сзади нас едет, по следам нашим. На нашем пути была военная база, и дорога была закрыта шлагбаумом, поэтому нужно было объезжать это место просто по полю. Спасибо. Посередине дороги нужно было решить вопрос дальнейшего маршрута. Бензина было не очень много, но мы выяснили, что дорога назад может быть гораздо короче, если ехать другим путем. К слову, вот так выглядели карты, по которым мы ориентировались. Это карты Генштаба СССР. Если вы вдруг собираетесь повторить наш маршрут, то ссылку на карты я оставлю в описании. Изначальный план был доехать до мыса Цып-Наволок, но в итоге было решено остановиться на последнюю стоянку около мыса Май-Наволок. Вот мы приехали на нашу последнюю стоянку на Кольском, потому что завтра уже мы отправляемся в обратный путь. Соболь и еще вон
Синий крузак. Кстати, у нас стоянка в довольно прикольном месте. Вот там вот холмы такие, сопки. Там только рассольник, да? Это следующее. Ну что, отбываем мы сегодня в такую неприятную погоду. Знакомство прямо давай. Слива. Ой. Скажу вам честно, до этой поездки слово «Заполярье» для меня означало что-то такое депрессивное, немножко отталкивающее. Это холод, это ветра, это пасмурное небо всегда, Кольский полуостров, Кольское сверхглубокое. Это, кстати, наш отечественный триллер. В общем, все это немножко отталкивало от путешествия на север, но наша экспедиция полностью поменяла мое отношение. Север России — это очень красивое место на самом деле, со своей историей, со своим каким-то вайбом, прочувствовать который, наверное, можно только туда приехав. Монтируя сейчас это видео 3 года спустя, я ловлю себя на мысли, что я, наверное, не прочь был бы повторить наше путешествие. Думаю, это много о чем говорит. Да, это далеко, да, поймать там хорошую погоду весьма и весьма непросто, но это, блин, круто, просто побывать на Кольском полуострове. Я, конечно же, желаю всем вам однажды там оказаться.